Я всех приветствую, зрители на канале. Итак, в этом видео я решил убить сразу двух зайцев. Первое — это показать вам абсолютную новинку, супермощную видеокарту RTX 4080 Super. И второе — это протестировать эту самую новинку в старых древних суперхитах 2000-х на Ультра 8К. Еще раз уточню, друзья, 8К это не 2 раза по 4К, это 4 раза на секундочку по 4К. Это 33 миллиона пикселей, или просто представьте себе на секунду 4 телевизора с 4К матрицей. И вот если их сложить вместе, то это и будет 8К. Короче, я решил выбрать на свое усмотрение хиты, которые я лично прошел еще в начале 2000-х. Некоторым из них уже по 20 лет, возможно, даже больше. И это, знаете, куда интереснее, чем просто с вами сядем, поставим 4080 Super, запустим Киберпанк и будем радоваться 1000 FPS на Ультра. Куда интереснее это именно проверить новинки в чем-то, очень нестандартном. Это необычно, это интересно, и для некоторых это вернет нас в далекое прошлое. Обо всем этом, друзья, и не только, буквально через минуту после небольшой рекламы. Друзья, хочу вам рассказать о лучшей платформе Pocket Option. Это одна из лучших трейдинговых платформ в мире, и в трейдинге на рынке я разбираюсь довольно слабо, но всегда хотелось понять, как это работает. По итогу самым выигрышным вариантом стала социальная торговля на Pocket Option. Вы можете выбрать одно или несколько из рейтинга лучших трейдеров, следить за их прогрессом и повторять их успех, копируя сделку. Регистрируешься, пополняешь счет и начинаешь торговать. Получается, мы просто повторяем сделки за самыми успешными трейдерами на сайте. Все понятно и прибыльно. На сайте можно отследить движение графика, открыть сделку в сторону роста или падения и фиксировать прибыль. Если вы готовы пробовать новое, то ссылку на Pocket Option я оставлю в описании. Переходите по ней, указывайте мой промокод при регистрации и получаете 60% к первому пополнению. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, сейчас очень коротко давайте с вами пробежимся по новинке 4080 Super. Покрутим ее, посмотрим и начнем тестировать дедовские суперхиты 8К. В общем и целом я скажу так, это, наверное, самая большая видеокарта, что я вообще держал в руках в своей жизни. А держал я видеокарты, поверьте, десятки различных видеокарт за все время. Самое удивительное для меня лично — это размеры ее вертушек и размеры радиатора. Если честно, мне кажется, тут просто поставили 120 миллиметровые ветродувы и особо вообще не парились, потому что по размерам эти кулера, точно, почти что стандартные 120 миллиметровые вентиляторы. Я впервые вижу настолько большие вертушки, плюс сам радиатор тоже на видеочипе, он нереально больших размеров. Я насчитал то ли 9, то ли 10 тепловых трубок, я даже не знаю точно. С таким радиатором можно тупо в пассивном режиме оставить видяху, и она вообще не будет абсолютно греться. Очень и очень с большим запасом сделали охлаждение в этой модели. Плюс еще у нас имеется алюминиевый бэкплейт на тыльной части, и в итоге видяха, по моим подсчетам, забирает примерно 4 слота в вашем корпусе, а температура мне даже, честно, сложно представить, насколько будет низкая. Я думаю, не больше 55, возможно 60, и это при том, что у нас, на секундочку, предтоповая одна из самых мощных видеокарт в мире на 2024, и мощнее только, я не знаю, RTX 4090, хотя 4080, скорее всего, станет уже на уровне 4090 именно по мощности. Короче, чисто карта мечта, к сожалению, не моя мечта, придется ее отдать обратно. Взял я ее на время, просто пропустить через нее ретро-хиты в 8К, и, разумеется, я сам лично немножко, пару дней, конечно же, попользовался в своих, скажем так, интересах, позапускал свои любимые Forza Horizon Motorsport или Rainbow 6 и прочее, и ясен пень, что там с любыми настройками нереально просадить такую видеокарту, даже до 60 FPS 4К или ультра широком формате. Тут все с очень большим запасом. Но куда интереснее, это именно проверить 4К, без всяких DLSS 3.0, без генерации кадров и прочих приблуд, и в чистых 8К, без апскейла. Но то есть чистый именно с включенным DSR. А DSR, как вы знаете, это симуляция нативных 4К, например, в телевизоре до 8К, что по сути одно и то же. Почти что одно и то же. В общем, друзья, не буду вас грузить всей этой математикой, давайте начнем уже плавно откатываться в начало 2000-х. И первое, что я решил вспомнить, это, конечно же, первая часть Halo Combat Evolved. Вышла она еще в далеком 2020, то есть в 2001 на Xbox. Это почти что, на секундочку, 23 года назад. И вот сейчас, в 2024, я запускаю версию ремастеред с обновленными HD текстурами 8К и вообще с полностью переделанным движком. Я прошел, пожалуй, все части. Первую, вторую, третью, четвертую и последнюю, пятую тоже прошел в 2022. Единственное, что я не прошел, это все эти всякие
там дополнение Halo Reach, Halo ODST, это странные были получасти, полу-DLC. Короче, Halo это единственный шутан, который я прошел прям без каких-либо вопросов. Очень, я понимаю, не для всех такой коридорный жанр, но если однажды вам понравится, то пройдете все части, я думаю, 100%. Я почти в этом уверен. В моем же случае 8К на ультра настройках, видим с вами от 65 до 75 кадров с копейками. Но это опять же, я уточню, чистые 8К, потому что нет в настройках генерации кадров, нет DLSS, а будь все эти модные настройки в наличии, мы бы с вами получили и 200, и 300 кадров и так далее. Но в старых проектах не очень охотно добавляют все эти DLSS, и только вроде в Quake 2 RTX версии, то есть Remastered, появился DLSS и трассировка, а тут как бы ну просто есть как есть в чистом виде. Температура при этом видеокарты, кстати, тоже интересная, там 60, возможно 61, 62, и видяха ясное дело, здесь загружено полностью на 99%. С таким-то разрешением даже в Майнкрафте, поверьте мне, 8К будет загружена абсолютно любая видеокарта. Здесь как бы даже спорить нет смысла. Ну окей, друзья, идем далее. Теперь еще один суперхит, который я тоже прошел очень давно. И прошел на Intel Core 2 Duo, вроде бы такой был у меня процессор. И видяха была у меня в то время, по-моему, Radeon 5700. Что-то такое, я точно, короче, не помню. Но это был интересный опыт. И, конечно же, речь идет о Mass Effect. Первая часть и тоже ремастерит, переделанная под HD текстуры и так далее. Просто чистая Mass Effect не запускается 8К. И вообще 90% того, что я проверил, не ремастерит. Они вообще вылетают после установки 8К, и только ремастерит версии поддерживает такое высокое разрешение. В общем, в Mass Effect интересная ситуация тем, что в самом движке именно BioWare залочили фреймрейт на уровне 60 FPS. При любом раскладе у нас 60 кадров, и поэтому из-за того, что стоит лог в 60 кадров, в видеокарте нет смысла вообще трудиться на полную, чтобы выдать при этом 100, 200, 300 кадров, и поэтому она работает на 30-35% от своей мощности. От чего, и понятное дело, и температура просто смешная, 38-40 градусов. Вот поэтому я и советую часто своим зрителям, если вас устраивает дома в любой игре, скажем, 60 FPS или там, например, 120 FPS, и вам не нужно больше кадров, то ставьте в настройках ограничения до нужной вам частоты кадров, и ваша видеокарта при этом не будет трудиться на полную, выжимая из себя максимум, и температура при этом тоже будет низкая. Я лично так часто делаю, например, в Rainbow 6 мне не нужны 250-300 кадров, и я ставлю 144 кадра, и все, видяха трудится на 50%, и при этом низкая температура, низкий шум и так далее. Вот так и работает данная схема. А сам же Mass Effect, кстати, явно стала более симпатичная с обновленным движком, хоть и первая часть, но с HD текстурами очень даже недурно смотрится. Хотя, еще раз повторюсь, оригинальная первая часть вышла еще в 2007. Это ей уже получается 17 лет. Возможно, некоторым зрителям, я понимаю, кто сейчас смотрит это видео, их вообще еще не было на этом свете 17 лет назад, а Mass Effect уже брал вершины ролевых экшен RPG. Если вы не в курсе вообще, что это такое Mass Effect, то вышло уже 3 части, есть даже, ну как бы 4-я часть, это Андромеда. Я советую вам пройти, те, кто еще не прошел, и думаю, ценителям ролевых космострелялок это зайдет, ну, 1000% однозначно. Что ж, друзья, идем далее. Теперь на очереди у нас сразу 2 игры, все они из разных жанров. Одна это Auto Destruction под названием Burnout Paradise Remastered, и вторая, 3-я часть Assassin's Creed, и тоже Remastered. Что насчет Burnout Paradise, то вышла она в 2008, ей уже 15-16 лет примерно, и это по сути была крутейшая тема после Destruction Derby и Flatout, если зрители понимают, о чем я вообще рассказываю. Burnout можно назвать зачатием, родоначальником всех существующих сегодня мобильных, там вроде бы Асфальта и прочим подобным песочницам-клонам, и Burnout я прошел еще на PlayStation 2, именно на той старенькой приставочке. Очень это было давно, и вот в ремастерд версии, конечно же, посимпатичнее все будет на ПК в 2024. Да, у нас мы видим залоченные 60 FPS, это уже лучше, чем 25-30, но опять же стоит лог на 60, и поэтому больше не получится выжать из Burnout. Но в Assassin's Creed 3 части все куда
намного интереснее. Эту часть я, честно признаюсь, 3 раза прошел, это точно. По ней, по сути, можно учить всю историю становления современной Америки. Вы встречаете по сюжету будущих президентов США. Все это основано на исторических достоверных фактах, плюс история борьбы с сопротивлением индейцев за свою свободу. Ну, короче, это суперская 3-я часть, и кроме нее я прошел еще, по-моему, 4-ю, это Black Flag, и на этом как бы все. Потом еще была Assassin's Creed, превратился в RPG с кучей донатов, прокачек, лутбоксов, но первые 4 части были просто шедевральными. Ну, еще, наверное, конечно, сюда можно добавить Unity, она тоже вышла нормальной, там, по-моему, во Франции, а дальше уже начали тупо доить кэш именно с фанатов. Причем данная 3-я часть, именно 8К ремастерит, она оказалась в нашем списке самой требовательной, но оно-то, в принципе, и ожидаемо. Большой открытый мир с кучей деталей, плюс это ремастерит с HD-текстурами, улучшенным движком, и поэтому 35 FPS тут как бы консольный, и это даже успех, ведь тут нет, еще раз повторюсь, DLSS, всех этих улучшайзеров, генерации кадров, FSR и так далее, чистая картинка без всех этих хитрых нейросетей и трассировок. Именно таким был гейминг в начале и в середине 2000-х. Картинка была чистая и понятная, а сейчас, как знаете, зайдешь в меню настроек, боже, там все эти FSR, DLSS, трассировка пути, генерация кадров, постпроцессинг, мультисэмплинг, да я честно даже сам временами не понимаю, о чем речь и уж что там рассказывать про обычных простых геймеров. Это все очень запутанно и непонятно. Ну а в целом вот таким у меня вышел мой топ-4 ретро-хитов, что я прошел в 2000-х, и вот такой была 4080 супер. Холодная, очень мощная, даже для 4К, 8К и так далее. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Увидимся, услышимся уже очень скоро и до встречи на канале. Всем удачи. Пока-пока.